Новый уровень сотрудничества. США согласились на встречу с украинцами. Переговоры в Саудовской Аравии. Одна из главных тем прекращения огня. Что известно на этот час? Путин высказался об условиях завершения войны. Чего хочет Москва? В США заявили, что ведут войну против России чужими руками. Сразу два громких заявления в один день. Тактика Байдена не работает, утверждают посланники Трампа. Протесты в Киеве, развал НАТО, тайные переговоры Вашингтона с украинскими оппозиционерами. Ищут ли США замену Зеленскому? А также заявление Польши о победе над Россией и борьба Узбекистана с коррупционерами. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы. В комментариях за лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Переговоры США и Киева в Саудовской Аравии – одна из главных тем всех мировых СМИ. Теперь делегация Вашингтона встретится с делегацией из Киева в том же месте, где в феврале прошли переговоры с россиянами. Место встречи – Эр-Рияд. Стороны уже договорились даже о дате. Произойдет это меньше, чем через неделю, 11 марта. Об этом сообщает корреспондент американского канала Fox News Джеки Гайнрих. Во главе американской делегации будет госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник президента Стив Уитков и советник по национальной безопасности США Майк Уолтс. С украинской стороны точно будет Ермак, это помощник Зеленского. В Белом доме уже подтвердили информацию и уверяют, что будут обсуждать вопрос прекращения огня. Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия. И я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также дополнительно прекращение огня. Среди прочего, напомню, США заявляют о том, что и Украина, и Россия должны пойти на уступки для достижения мира. В Кремле уже заявили вновь, что к такому варианту не готовы. Путин сделал заявление. Мы не собираемся этого делать. Спасибо. Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Да. Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не оставим. И нам нужен такой вариант, вот именно такой, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности. Не сходит с первых полос западной прессы и заявление из Вашингтона. Сразу два представителя заявили, что США ведут прокси-войну с Россией. То есть Соединенные Штаты воюют чужими руками, ведут боевые действия с помощью третьей стороны. Таким заявлением поверг многих в шок сначала госсекретарь Марко Рубио, а после подобное заявление сделал и посланник Трампа Кит Келлог. У Путина были рады такому признанию. Мы можем и хотим с этим согласиться, и мы соглашаемся с этим. Так и есть. И об этом неоднократно говорили мы, и мы говорили, что это, собственно, конфликт России и коллективного Запада. А коллективный Запад – это, конечно, скажем так, главной страной коллективного Запада являются Соединенные Штаты Америки. Возобновление военной помощи США Украине зависит от ее готовности к мирному урегулированию и подписанию соглашения о полезных ископаемых. Такое заявление сделал спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог, который к тому же обвинил украинцев в том, что они сами виноваты в таком отношении к ним со стороны Белого дома. Стратегию Трампа Келлог назвал широкой и заявил, что Америке и России уже необходима перезагрузка отношений. В дипломатии крайне важно взаимодействовать как с союзниками, так и с противниками, считает Келлог. Он жестко раскритиковал Байдена, заявив, что его администрация выбрала ошибочный путь и не смогла найти общий язык с Москвой, не смогла использовать дипломатию в сочетании с убедительным сдерживанием для прекращения войны. Кроме того, Келлог заявил, что РФ нет смысла дальше держать в изоляции. Отказ президента США от взаимодействия с лидером воюющего государства привел к серьезным последствиям для национальной безопасности. Продолжительная изоляция России и отсутствие диалога, пока война в Украине затягивается, больше не являются жизнеспособной или устойчивой стратегией. Такой подход также нельзя считать ответственным с точки зрения дипломатии США. Именно по этим причинам, высокой человеческой цене войны,
Необходимости перезагрузки отношений с Россией для защиты жизненно важных национальных интересов Америки и стремлению прекратить участие США в бесконечной прокси-войне – вот основные причины, по которым подход президента Трампа и структура этой войны отличаются. В Украине также не утихают разговоры после скандальной публикации издания «Политика». Авторы материала утверждают, близкое окружение Трампа ведет тайные переговоры с украинскими политиками, оппозиционными Зеленскому. Среди них Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, которые позиционируют себя перед Трампом как более удобные для переговоров политики, готовые на уступки, на которые Зеленский не согласен. Трамписты уверены, украинский президент потерял поддержку из-за войны и коррупционных скандалов. По данным источников, выборы после прекращения огня – это ключевой элемент возможного мирного урегулирования. Как вам такие тайные переговоры, о которых теперь известно? Что готовят США? Идет ли речь о поиске того, кто заменит Зеленского? А Зеленский, напомню, говорил, что его будет трудно убрать, но он готов уйти с поста президента в обмен на НАТО. В то же время НАТО может вообще развалиться. Такое заявление сделал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого порой в западной прессе называют следующим президентом Украины и с которым, судя по всему, американцы тоже ведут тайные переговоры. Сегодня очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. Более того, мы видим, что Вашингтон уже пытается переложить ответственность за безопасность обороны Европы на свои собственные силы без участия Соединенных Штатов. Такие действия, вероятно, означают, что НАТО может прекратить свое существование в ближайшем будущем. Европа не должна бояться Россию. Премьер Польши заявляет, что в целом Европа сильнее РФ и способна победить ее в любом конфликте. Туск также говорит, что необходимо увеличить присутствие европейских войск НАТО на границе с Россией и Белоруссией. Европа в целом действительно способна победить в любой финансовой, экономической и военной конфронтации с Россией. Мы просто сильнее. Нам просто нужно было начать в это верить. И сегодня это, вероятно, происходит. В Киеве тем временем протесты. Украинцы пришли под стены посольства США. Участники обращаются к Вашингтону с требованием помочь освободить украинских военнопленных. Украина не раскрывает точное число военнопленных, которых удерживает Россия, но по оценкам их число превышает 8 тысяч. Подписчики, согласны ли с Туском или, возможно, с Залужным, который говорит о скором и возможном развале НАТО? И, конечно же, как вам заявление из США о прокси-войне? О войне чужими руками. Напишите свои мысли в комментариях. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И буду благодарен за лайк. И теперь о событиях в Центральной Азии. Мирзиёев требует прозрачности. В Узбекистане пришло время принять закон о декларировании доходов госслужащих. Ответственность за незаконное обогащение. Теперь госслужащие должны будут объяснять происхождение своего имущества. Борьба с коррупцией выходит на новый уровень, говорит президент этой республики. Национальный совет и парламент разрабатывают международные стандарты контроля. Радио Озодлик сообщает, что в Узбекистане с 1 января 2022 года должна была запуститься система обязательного декларирования доходов и имущества государственных служащих, руководителей и заместителей государственных предприятий и учреждений с государственной долей свыше 50%, а также их супругов и несовершеннолетних детей. Это было предусмотрено указом президента от 6 июля 2021 года, но не заработало по сей день. А как вы считаете, насколько вообще это необходимая мера декларирования доходов? И подписчики не только из Узбекистана, как считаете, какой должна быть мера наказания для коррупционеров? Пишите в комментариях. Больше новостей за неделю собраны в плейлист. Если что-то упустили, переходите и смотрите. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, расскажите об этом канале своим друзьям. Хотите помочь? Оформите спонсорство или нажмите «Спасибо». Любая поддержка важна. До встречи.